Beneteau Okeanis 51.1. Это представитель новой линейки от Beneteau серии .1. Длина лодки 14,5 метров по ватерлинии, при этом ширина 4,80. Существует несколько вариантов килей: глубокий и складной. Покупателю предлагается на выбор 4 планировки. Трехкаютная с 2 туалетами и одним отдельным душем, трехкаютная с 3 туалетами и отдельным душем, также 4-каютная с 4 туалетами, то есть на каждую каюту по туалетику, и, конечно же, 5-каютный вариант, сугубо чартерный, ну или для любителей пожить в коммуналке. Конечно же, это лодка с купальной платформой, но обратите внимание, здесь уже отсутствует рундук для спас-плота. Под кормовыми сиденьями располагается место для 2 газовых баллонов, то есть это отдельный газовый рундук. Рядышком с ним, безусловно, расположился и кокпитный душ, ополоснуться после моря. Также лодка оснащается, безусловно, и подпором для ног в случае управления под креном. Самое интересное, что под упором для ног расположилась горловина для заливки дизельного топлива. Поначалу может показаться не очень решением, но если разобраться, это очень удобно, поскольку образовывается некая ванночка, в случае, если пистолет не отстрелит и будет разлив, то это не разольется по всей лодке. Опционально здесь можно вынести панель управления освещением в кокпите. Но основные органы управления все же расположились опять-таки за штурвалом, что не добавляет особого удобства. Но с другой стороны, лодка заточена под управление в одиночку, и все лебедки вынесены рядышком прямо со штурвалом. При этом они могут быть еще и электрическими. Крайне интересным и удобным, на мой взгляд, решением было расположение спасплота. Он расположился под столом. Это удобно и быстро в случае какой-то аварии. И в этом случае лучше пожертвовать холодильником, но быть уверенным в том, что спас-средства будут доступны. Сам по себе столик обладает некой дощечкой, которую на ходу можно перевернуть, и она превратится в столешницу с бортиками. Ну а на стоянках, конечно же, использовать без бортов, чтобы разместить большие блюда. При этом в столике холодильник все-таки есть. Рундучки в кокпите не очень большие, по сути могут разместить в себе набор швартовых. Также очень удобно расположено место для хранения бегучего такелажа во время движения. Но оно понятно, почему рундуки не сильно велики, потому что именно в кормовой части расположилась основа для хранения. Помимо доступа в рундук и ко всевозможным приборам, фитингам и трубам для ревизии и ремонта, в это место можно установить гриль. Да, с одной стороны проход здесь будет загорожен, но с другой стороны мы имеем второй лючок для доступа в рундук. Этот рундук общий, и хранить в нем можно, очень много. Палуба, как и положено большой лодке, здесь хороша, практически без выступающих деталей, хотя это практически можно было бы свести к совсем нет. Проводка такелажа здесь скрытая, зато весь кокпит и большую часть палубы и надстройки можно назвать зоной для отдыха, причем комфортного, хорошего, качественного отдыха. Буквально чуть-чуть не хватило пластика, чтобы уж полностью закрыть такелаж от воздействия солнечных лучей. Здесь мы видим стандартное управление в виде каретки стакселя. Безусловно, мачту можно сделать карбоновой, поставить дополнительно стаксель автомат. То есть все это регулируется и выбирается уже непосредственно заказчиком. В лодке мы видим продуманная вентиляция, все люки выполнены в потай. В форпике мы имеем дополнительный рундук, в котором можно расположить кучу всевозможного оборудования, в том числе, включая, например, стиральную машинку и какие-то другие прибамбасы.
Цепной ящик в данной лодке, безусловно, он вместительный. Шпиль, как мы видим, располагается по центру, что не будет мешать равномерной укладке цепи. И этой цепи можно иметь порядка, наверное, 200 метров, да, для того, чтобы выбирать и иметь широкий диапазон выбора глубин. На входе вместо привычного брандер-щита мы встречаем теперь уже современные распашные дверки, пологие ступеньки. Безусловно, кают-компания удивляет и радует своей, скажем так, роскошной шириной, просторностью, огромным количеством люков и окон для освещения. Всевозможные электроприборы компактно и наглядно расположились в одном из рундуков. Это чертовски удобно и не занимает лишнего места. Штурманское кресло здесь не только для того, чтобы заниматься навигацией, но и для того, чтобы прекрасно отдохнуть. Трюма в этой лодке глубокие, просторные, легко, так сказать, открываются и предоставляют удобный доступ ко всему оборудованию. Доступ к проводке электроники также выполнен очень удобно и, я считаю, достаточно компактно. Камбус на этой лодке U-образный, что и удобно при готовке на ходу, и просторно. Тут, если честно, даже и комментировать нечего. Камбус просто мечта любой хозяюшки. Давайте посмотрим кормовые каюты. Шкафчик здесь, как обычно, без бортика, чтобы вещи не скатывались. А свет зажигается здесь очень интересным способом при открытии одной из 3 дверей. Но зато есть потайные рундучки, они же доступ для проводки и обслуживания каких-то деталей. Под широкой кроватью удобная полочка для обуви, помимо водного танка. И, конечно же, вместительные ящички для мелочей вдоль борта. Стандартный санузел по правому борту действительно очень просторный, высокий, но не так много имеет окон. В частности, один иллюминатор для проветривания и один световой проем в душевой части. Но, безусловно, как и положено в Бенету, здесь есть удобный доступ для всевозможных ревизий и ремонтов, но при этом оформлен с хорошей и красивой полочкой, что тоже плюс.
Носовая каюта в трехкаютной версии — это действительно предмет гордости этой яхты. Посмотрите, какая просторная кровать. При этом здесь еще уместился раздельный санузел. Бесконечное множество ящиков, ниш, пуфов, да, где можно присесть, почитать журнал, ну или просто зашнуровать ботинки. Под кроватью расположился не только выдвижной ящик для подушек, но и сама кровать легко поднимается самой обычной девушкой и располагает под собой опциональный танк для воды и огромное количество места для хранения. Это очень важно, если вы собираетесь не на недельку в чартер, а действительно попутешествовать долгое время. Как и положено, в этой каюте существует отдельная туалетная комната со своими ящичками, со своими ревизионными лючками. Здесь также расположился и фекальный танк. Напротив туалета по правому борту расположилась душевая кабина, что действительно удобно и разграничивает зону. Потолок здесь очень высокий и также присутствует множество всевозможных ниш. Стоит отметить, что здесь оснащается душевая сразу же автоматической помпой, то есть когда мы начинаем мыться, откачка воды происходит уже автоматически. За данную лодку в базовой комплектации верфь просит 250 000 европейских рублей. Но опять же, да, ее дооснащать можно до бесконечности. И карбоновая мачта, и всевозможные автоматические системы. Поэтому, безусловно, к этой цене придется прибавить еще увесистую сумму.